Всем доброго дня. Фон у нас будет черный, потому что я ужасно устала после вчерашних работ. Даже когда я просто даю вам работы, в любом случае, это сильные слова, и, естественно, они у меня забирают силу, выпивают меня. Так что не обессудьте, я просто положила на стол и буду сейчас говорить пару слов. Я подумала и решила, что время от времени нужно говорить о неблагодарности людской, чтобы люди понимали, почему нужно быть благодарными, почему вас рано или поздно опять притащат ко мне. Когда я объясняю людям, что когда вы приходите за помощью или делаете мою работу, понимаете как? У меня всегда будут средства, потому что я работаю. Человек, который работает самоотдачей, он никогда не будет бедно жить. Это нужно не мне, это нужно вам. Силы приходят, вам помогают. Вы должны с ними рассчитаться, отсечь эту связь, чтобы дальше эти проблемы через некоторое время не повторились. Если вы берете мою работу или приходите у меня просите, если я вам помогаю даром, бескорыстно помогаю, но вы сами должны понимать, что если человек не назначает плату, это значит, ты можешь откупиться как тебе угодно. Объясню почему. Для непонимающих, почему я об этом говорю. В последнее время говорю часто, потому что я вижу, что люди постоянно пользуются моими трудами. И те благодарности, те дары, которые вы видите, это 1% этих людей, которые благодарят. То есть отсекают эту связь с этими силами и живут дальше радостно. И эти люди по второму, третьему разу с какими-то проблемами ко мне не приходят. Знаете почему? Потому что у них этих проблем больше не случается. Ну, может быть, какие-то мелкие трудности. Мы живые люди, пока мы живем на этой земле. У нас будут и трудности, и всякое, и мы будем преодолевать. Но вот именно с такими бедствиями или с другими бедствиями они не приходят. У них нет уже этих бедствий. Судьба нам дает одни и те же страдания очень часто. Зачастую мы встречаем одинаковых людей. Одинаково нас предают. Почему так происходит? Чтобы мы сделали выводы. Чтобы вот мы идем, а там яма. Раз и упали в эту яму. Следующий раз проходим, думаем, ну, наверное, закрыли уже эту яму, могу пройти. Опять упали туда. На третий раз обходим эту яму, потому что закрыли, не закрыли, все равно я не хочу больше туда попасть. Но есть у нас любимые грабли, на которые не просто наступаем, на них танцуем иногда. Иногда эти любимые грабли – это жадность, алчность человеческая. Людям почему-то кажется, что если они получили эту помощь, ушли, но я же за ним не буду ходить. Естественно, не буду. Я ж не буду там звонить, говорить. Конечно, не буду. Ну, в крайнем случае можно нахамить и послать, если она мне напомнит. Посылать меня нет нужды. Я не напомню. Но вас за волосы притащат ко мне те же самые силы. Еще раз. И с более страшной проблемой. И вот на сей раз мои двери будут закрыты перед вами. Я буду занята всегда для вас. Не потому, что я алчная и вот вы не заплатили, не поблагодарили. Нет. А потому что я опасаюсь наказания сил. Если я еще раз помогу таким неблагодарным людям. Когда я вам помогаю, ладно, вы берете мою работу, проводите, не говорите спасибо. Но когда я вам помогаю, и вы не считаете нужным меня благодарить, я вместо вас плачу. Потому что кто-то должен платить.
Когда вам все время говорят, вот, бесплатно нельзя, она бесплатно отдает. Я всегда с иронией отвечаю, сделайте не бесплатно, платите тогда, хорошо. Вот ты боишься бесплатно взять, пользоваться, плати. Разве я против? Оплачивай, поблагодари, будет не бесплатно. Не будешь переживать, что ты бесплатно взял. Смешно. Бесплатно плохо, платно плохо, непонятно, как вам угодить. Но дело не в этом. Одно дело взяли и сделали, другое дело пришли, попросили. И ведь я берусь за такой ненадежный случай, когда уже нет выхода, безысходность. Умирает дочь, сын в реанимации, дети пропали, не выходят на связь. Они же с таким приходят ко мне. Естественно, я обращаюсь к более таким силам высокой иерархии, которые имеют власть над судьбой, над жизнью и смертью. Это не найти пуговицу в доме, которая пропала. Это найти человека. Это вытащить человека. Вытащить человека с того света. То есть это силы, которые приходят из бездны. Это силы смерти, это силы кладбищ. Правильно? Они бесплатно не работают, в отличие от меня. Естественно, я откупаюсь. Естественно, я плачу. Я плачу своим временем, здоровьем, деньгами. У меня может что-то сломаться, и причем очень даже что-то дорогое. Ну, например, как-то вытащила парня из реанимации. Ну, мама сказала, мы выписались, все, мы уже дома. Я, естественно, ничего не сказала. Я никогда не говорю, я никогда не опущусь до того, что а как, а вы ничего не сказали, вы даже не поблагодарили. Нет, я знаю, что они придут ко мне. Опыт-то большой, понимаете? Так вот, написали, что все хорошо, уже дома. Умирал мальчик. Очень страшная вещь, не буду говорить. Живой, очень хорошо, я рада, конечно. И в тот же день у нас возле дома в снегу застряла машина. Ранним утром этот бедный мужик, оказывается, там ночевал. Мы вышли, Артур пошел и, значит, перетянул эту машину. И что-то у нас внутри вот этого Мерседеса, что-то там случилось, замкнуло, в общем, сломалось. И мы заказывали, покупали, оно нам обошлось больше 400 тысяч. Потому что вы знаете, что на эти машины очень дорогие детали, если это оригинал, надо поставить. Не помню, как она называется, но что-то внутри лопнуло. Такое, что уже мешало. Он стоял, 4 дня стоял, он поехал, нашел это все, поменял, плюс работа, и столько дней никуда не ехал. Я заплатила за этого человека. Люди не видят, что я за них плачу. Мне нужно было тратить эти 400 тысяч. Вот. Зачем мне это надо было? Я за эти деньги могла другое что-то себе купить. Я не знаю, ребятам помочь. В конце концов, у меня нет лишних денег за каждого платить. Но я поняла, за что я заплатила. Я заплатила, да. А этой женщине, может быть, достаточно было просто отправить, не знаю, 10 тысяч, 5. Ну, 100 рублей, в конце концов. Просто отблагодарить и отсечь. И я бы не отдала ничего. Но я отдала. И вы думаете, если я этой женщине сказала бы, вы знаете, я за вас заплатила, она бы что сказала? Это специально, это она так пишет, ничего там не... В конце концов, подлость, когда берет верх, они могут сказать, ну, это, может, совпало. Ну, судьба такая была у моего сына. А она на себя взяла. Хорошо. Если это совпало, почему вы ко мне приходите во 2-й раз, 3-й раз, 4-й раз? У вас же совпало. Вы же не считаете нужным благодарить. Понимаете? И через некоторое время эти люди обязательно ко мне придут, потому что будет беда пострашнее что-нибудь. Почему? Вот открылась воронка. Бедствия идут на вашу голову. Но это такой момент, когда не чистка нужна, а вот, ну просто вот спасать.
Сейчас, сиюминутно надо спасать человека. Ты спасаешь. Человек никак не благодарит, не отсекает эту связь. Эта воронка открыта. Вот благодарность, плата, откуп – это вот как крышку вот так поставить сверху на эту яму. И оттуда уже больше ничего не выходит. Вы закрыли это. Когда я объясняю людям, понимаете, чтобы не получилось, что я каждый день об этом говорю, я просто говорю некоторое время, потом понимаю, что бесполезно, не хочу ничего говорить. Пускай, значит, их это устраивает вечно. Они будут вечно жить в проблемах, одну решать, вторую, третью, ни разу не задумываются. А почему так-то, а? Ну, а вы вспомните, у тебя ребенок умирал. Ты сказала спасибо? Нет. Ты это приняла как само собой разумеющееся. Естественно, дальше будет эта воронка-то не закрыта тобой. Крышку ты не поставила, там опять какая-то беда идет. Теперь мне пишет женщина. Я не буду ее голосовое включать, потому что, ну, мало ли там узнает, может, знакомые у нее есть, сидят. Зачем? Она мне говорит, вы когда-то помогли моей дочери. У меня живет внучка, ей 11 лет. Сегодня мне приснилось, она в свадебном платье. Я думала во сне, что еще рано замуж. Приехала за ней машина, жених в красивом светлом костюме. Короче, вот сон. Этот сон к смерти. Я на вашем канале давно. Да, это такой сон к смерти. Когда во сне гулянки, радостные, столы накрыты. Вот я недавно видела, как дед наш сидел за столом, все наши мертвые, его угощают, он радостный. Мы за отдельным столом живые, а мертвые за отдельным. Даже своим сказала, я говорю, увидела нас в детстве, мы бегали туда-сюда детьми. И я говорю, такая тоска внутри. Но я не стала сильно распространяться, потому что я понимала, что скоро узнаю про дедушку. Так и случилось. Вот свадьба, радость, и он ушел. Пожалуйста, помогите, пусть девочка живет. И что я могу сделать? Я говорю ей, ну, я вашей дочери же помогла, а вы как-то отблагодарили вообще за эту помощь? Знаете, что она мне сказала? Ну, в общем, несколько лет назад, я помню этот случай, она отправила мне фотографию, у нее дочь умирала от анорексии. Ну, буквально, ничего не могли вытащить ее. Она говорит, я отправила фотографию. Да, вы взялись. Ну, наверное, может быть, помогли. Да, наверное, все-таки помогли. Сейчас она пишет, потому что поняла, что глупость сказала. Но я не хочу ее читать больше. Наверное, говорит, помогли, да, действительно. Я просто, не подумала, что это как бы ваша помощь. Ну, сейчас помогите, пожалуйста, я готова, я оплачу. Нормально все? Может быть, наверное, я помогла. Ну, пожалуйста, вот, может, это действительно была ваша помощь, а сейчас помогите. Я просто сказала, что я не хочу слышать больше эту женщину. Больше сюда не пишите, мне вообще не нужно, даже не интересно читать вас, ничего от вас не надо. Идите мимо. Я ни разу не видела, чтобы второй раз, приходя за помощью, хоть раз сказали, вы знаете, вы тогда помогли мне, я хочу сейчас за тот раз расплатиться, откупиться, поблагодарить и попросить еще раз о помощи. Если даже вот человек осознал, что поступил нехорошо, и вот пришлось еще раз прийти. Нет. Вы, наверное, помогли мне, может быть. Наверное, это вы помогли, да, потому что я же вам отправляла, вы же взялись помочь. Ну, даже не знаю, вы помогли или так получилось, а сейчас помогите, пожалуйста. Если я, наверное, помогла, ты точно не уверена, как это все случилось. Зачем ты второй раз идешь ко мне? У меня тут заканчивается память на этом телефоне, поэтому долго говорить не буду. И ты пришла еще раз за помощью, чтобы потом через некоторое время сказать, не знаю, наверное, ты помогла, что внучка не умерла, осталась живая. Наверное, все-таки это твоя помощь была. Хотя, не знаю, но мне еще раз нужна помощь, помоги еще раз. Вы понимаете, как вы харкаетесь мне в душу, и как вам не стыдно прийти еще раз, и вам не стыдно. Вы с таким наивным лицом спокойно приходите, говорят человеку, может быть, да. Вы понимаете, что вы натворили бед, вы понимаете, что вам идти некуда больше, что вам никто не поможет. Вы в этом уверены, иначе бы вы не пришли ко мне. Вы бы не переступили через себя на свое горло, чтобы еще раз прийти, потому что вы понимаете, вам идти некуда. Не поможет никто, кроме нее. Но вместо спасибо, еще и обнуляя мою помощь,
Чтобы я особо-то не думала, что это ты помогла. Может, ты, не знаю. Ну, наверное, поэтому еще раз пришла. Пока вы эту воронку не закроете, не поблагодарите, не научитесь быть благодарны не только мне, вообще за все в этом мире, пока вы не научитесь быть благодарны, а не принимать все, как будто вам все должны, обязаны, у вас эти беды с этой ямы будут лезть, и вас всегда за волосы притащат ко мне. Еще раз и снова. Запомните это. Вас притащат все равно. И вот тогда думайте, что